Привет, меня зовут Стас, я 8 лет живу в Польше и занимаюсь бизнесом. В этом видео я дам вам больше 15 идей по старту бизнеса в Польше в 2023 году. Большинство из этих идей очень простые, понятные и с минимальным капиталом, с минимальным бюджетом для старта. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заваривайте чаек и мы поехали. Итак, первая идея – это внутренние ремонты. Польша по-прежнему строится из-за войны, которая началась в Украине. Очень многие украинцы переехали сюда, белорусы по-прежнему переезжают сюда. И Польша строится, а значит нужна внутрянка. Это помимо внешнего строительства, возведения зданий, нужны внутренние работы. Почему я не называю сейчас внешние работы, то есть там возведение зданий? Потому что порог для входа очень большой, да? То есть нужно уже специальное оборудование, разрешение и все остальное. Для внутреннего же ремонта достаточно быть рукастым или обучиться там 3, иногда 6 месяцев. Я встречал такие истории, когда люди, допустим, плитку, да, ложат там в ванной комнате. Человек мне говорит, что он обучился этому буквально 2-3 месяца и сейчас там от 5000 злотых зарабатывает. Ну вот просто с нуля, он до этого вообще был в другой профессии. Поэтому внутренние работы – первая бизнес-идея о бизнесе в Польше. То есть ремонт, короче. Итак, второе. Транспортный бизнес в Польше – это грузоперевозки до 2,5 тонн, до 3,5 тонн и выше 3,5 тонн. В целом, по-прежнему все актуально. Единственное, порог для входа разный. До 2,5 тонн вам не нужна транспортная лицензия. От 2 до 3,5 тонн вам уже нужна транспортная лицензия. Выше 3,5 тонн вам тоже нужна транспортная лицензия. Все, что выше 3,5 тонн, это вот такие большие машины, большие тиры, да? Поэтому я бы брал вариацию либо до 2,5 тонн, чтобы не получать никакую транспортную лицензию и с этим не связываться, либо если вы понимаете, что у вас есть бюджет, вы готовы работать по-крупному, или у вас есть экспертиза в этой нише, то без проблем, по-прежнему актуально, перевозки, заходите сюда выше 3,5 тонн, потому что прибыля и возможности совсем другие. Я напомню, что Польша является она входит в топ-3, по-моему, страны Евросоюза по грузоперевозкам. Это классная локация, отличный хаб для перевозок дальше по всей Европе. По-прежнему хорошее, выгодное налогообложение. Видео про налоги вот здесь сейчас будет. Поэтому, пожалуйста, открывайте, с этим можно работать. Друзья, идем дальше. Курьерские службы и доставка. Нужна доставка от простого, где вы сами можете работать и зарабатывать деньги. Это понятно, Uber Eats, Bolt и все остальное. Но если мы говорим о формате бизнеса, то есть куча локальных фирм, частных предпринимателей, которые открывают свои фирмы доставки и обслуживают бургерные, пиццерии, магазины одежды, магазины, которые продают какие-то экотовары и куча, то есть маленький бизнес обслуживает такой же маленький бизнес. И доставка нужна всем. Тренд с онлайн-покупками еще с 2020 года до сих пор есть из-за ковида, да, который случился. Поэтому вы можете быть вот такой вот маленькой фирмой доставки. Более того, у меня есть много знакомых, которые отдельно открывают фирму по доставке и работают уже как бы не напрямую с заказчиком, а работают с контрактами с DPD, DHL, FedEx и уже большими другими крупными компаниями. Потому что у крупных компаний не хватает времени, возможности, чтобы бесконечно там нанимать стафф, да, то есть нанимать персонал. Допустим, им нужно срочно еще плюс там 50 машин, они не могут так быстро купить эти машины и так быстро нанять там 50 или там 100 человек, чтобы они в 2 смены работали. Они прибегают к услугам вот таких вот малых фирм, и такой малой фирмой можете быть вы. Следующее. Апарт-отели или бутик-отели. Если в прошлом году, в 2022, в 2021 я называл такую бизнес-идею как хостелы, да, то сейчас рынок уже перенасытился. Я вижу массу объявлений по продаже хостелов. Продам хостел за 50 000 евро, продам хостел за 500 000 евро. Очень большая разница в ценах по продаже этих хостелов. То есть нужно разбираться, почему так. Но в целом я вижу очень много предложений по продаже. Это понятно, потому что рынок перенасытился. Люди покупают, заходят в эти ниши и не знают, как управлять туристическим бизнесом, да? Ну, там, бизнесом по сдаче квадратных метров в аренду, в субаренду.
И я вам предлагаю не заниматься тем же самым в этом году. Откройте какой-то бутик-отель. Бутик-отель, если коротко, то это концепция какого-то небольшого камерного отеля, где есть какая-то идея, есть какая-то концепция. То есть это не тупо хостел для рабочих, а это какая-то идея, какая-то концепция. Обычно в бутик-отелях есть общая кухня, отдельные санузлы для каждой комнаты, но общая кухня. Люди там могут знакомиться, люди могут путешествовать, допустим, через Краков куда-то дальше, снять место в этом бутик-отеле, и для них наоборот прикольно, что есть общая кухня, они могут с кем-то познакомиться. То есть такой формат коворкинга, комьюнити и всех этих англоязычных умных слов. Поэтому бутик-отель к вашим услугам. Вот Виталик ездил недавно в Германию, да, путешествовал и попал в апарт-отель, где, по сути, ребята выкупили весь подъезд. Ты туда заходишь, там все диджитализировано, то есть какие-то карточки, либо чипы, да, даже приложение какое-то есть там по QR. И ты можешь снимать как на одни сутки, да, так и там продлеваться на месяц или на полгода. Ты платишь не конечному какому-то владельцу этой недвижимости, а компании, которая этим всем управляет, управляющему офису, ну и немножко такой другой формат. Поэтому, если у вас есть бюджет, пожалуйста, входите в такой бизнес. Мне кажется, в этом есть смысл, а не в том, чтобы делать очередной хостел для рабочих. Эта тема немножко перенасыщена. Ну и если это соединить с первым пунктом по внутрянке по ремонтам, то можно сделать следующее. Можно заниматься, по сути, там, строительным бизнесом, ремонтами. Можно брать инвестиции у кого-то, либо у самого себя, выкупать старые здания и потом либо делать флиппинг, то есть продавать их дороже после ремонта, либо делать какой-то свой бутик, апарт-отель и зарабатывать на этом как-то более системно. Вот такие вот, ребята, дела. Ставьте лайки. Я назвал это, я знаю, неправильно, но сейчас постараюсь объяснить. Бутик, кофейни, бары или рестораны. Это все касается в целом ресторанной сферы, но некое заведение, заведуха, где есть какая-то концепция. Людям уже надоели просто кофейни, просто очередная там пиццерия или еще что-то. Этого очень много, и оно все реально похоже. Заведуха с заманухой людям надоело, поэтому, пожалуйста, не открывайте очередную пиццерию или очередной там суши-бар, если вы не какой-то заряженный предприниматель из Одессы или из Киева, который супер разбирается в ресторанном бизнесе. Да? Откройте что-то бутиковое, камерное, интересное, с какой-то интересной концепцией. С моей точки зрения, все остальное не пойдет. Или вы там будете еле сводить концы с концами, зарабатывать там максимум пару тысяч евро в месяц, но мы ж не ради пары тысяч евро в месяц бизнес открываем, да, мы хотим зарабатывать как можно больше. 2000 евро можно зарабатывать на работе, работая по найму. Аэрофермы и выращивание микрозелени. Это в целом тренд еще там с 2020 года. Сейчас по-прежнему продолжается тренд ЗОЖ, правильного питания, да. И это штука, которую можно начать с минимальными затратами, как у себя дома, начать выращивать эту микрозелень, там условно по лоточкам, да, таким ложить, так и сразу заходить в промышленные масштабы. Я вам честно скажу, я сам эту нишу анализировал для себя. Есть варианты, как можно просто поставить стеллажи, стандартные какие-то самые дешевые пластмассовые стеллажи и уже работать с этим, с ультрафиолетовыми там лампами. Есть вариант, как зайти в промышленном масштабе, и там я считал точка входа от 40 тысяч евро. Разберитесь в нише, но в целом хороший тренд. Можно зелень поставлять ресторанам, то есть работать по B2B. Можно эту зелень продавать B2C конечным клиентам в каких-то уже готовых бандлах, пакетах, да, там как-то это рассортировано. Можно продавать отдельные зерна. Это то, что, допустим, я в Украине когда-то сам покупал. То есть я купил себе там типа 20 разных этих микро-морковочек, микро еще чего-то. Мне там дали 20 лотков, и я в этом просто дома себе выращивал. Торговля между Польшей и Украиной, то есть между там, вот нашими тремя странами. Польша, Беларусь, Польша, Украина. И я сейчас рассматриваю именно концепцию из Польши возить что-то вот туда, в эти страны. Давайте обсудим в частности Украину. И в частности мы в этом году открыли массу компаний и польских ЧПшек под именно импорт-экспорт, под торговлю. Актуальная тема. Война продолжается, и есть действительно группы товаров, которые нужны Украине. Не стоит этим злоупотреблять, не стоит продавать в 10 раз дороже то, что
стоит в 10 раз меньше, да, делаете адекватную, нормальную человеческую маржу, но это окно возможностей, к сожалению или к счастью, так случилось, это окно возможностей, которое можно использовать. У нас были предприниматели и есть наши клиенты, которые продают в промышленных масштабах пауэрбэнки, да, то есть они их продают там, на 100-200 тысяч евро в месяц. У нас есть клиенты, которые занимаются просто такой небольшой розничной аутлет историей, где они просто какие-то товары находят дешевле здесь и продают их потом там, в розницу там, в Украине, допустим, дороже или в Беларуси. Подумайте, как это можно использовать, но я однозначно вижу в этом классное бизнес-направление на 2023 год. Вот это интересно, нестандартно, колл-центр или сейлс-центр, где вы собираете группу людей, которые умеют продавать, и обслуживаете какие-то компании. Сейчас все очень диджитализировано, искусственный интеллект, чат-боты и все остальное. Но это все интересно там, в наших странах. Да. Здесь, в Польше, любой вопрос в 80% случаев решается по телефону. Какие-то записи к врачам, еще куда-то. Все это решается по-прежнему, по старинке, по телефону. То есть ты тупо садишься, звонишь, висишь там на линии там, 60 минут и ждешь, пока тебе кто-то недовольным голосом ответит. И это боль на рынке, которую вы можете решать. Вы можете быть, вам могут аутсорсить свои входящие и исходящие звонки, допустим, какие-то медицинские центры. Это могут быть спортивные центры какие-то. То есть это какие-то разного вида сети, которые могут вам аутсорсить звонки. Вы можете быть контакт-центром, вы можете быть колл-центром, и вы можете, допустим, быть sales-центром, то есть центром, который делает какие-то исходящие коммуникации и продажи. У меня есть куча предпринимателей, которые переехали сейчас из там, Украины, да, допустим, в Польшу, не допустим, а в Польшу, и всем этим людям нужно обслуживать свои бизнесы и продавать, и коммуницировать на польском языке. Еще раз, что если вам найти там, 10 студентов, нанять их на работу, обучить их продукту там, вашего клиента, и пусть они занимаются, допустим, обработкой входящих лидов, допустим, в e-commerce бизнесе, да, просто там делать какие-то базовые апселлы. Ну, у меня, наверное, за это время человек 20 спрашивало, знаю ли я какой-то такой контакт-сервисный центр, который мог бы на польском языке все это делать. Итак, следующее. Мчимся дальше. Бизнес, связанный с животными. Ну, мы так фокусируемся на себе, на людях, да, что забываем о животных. Животные никуда не деваются, их все больше и больше, так же, как и людей, их нужно обслуживать. Я вам напомню, что у нас даже были такие кейсы, где люди животных продавали, где люди там, покупали дешевле, продавали дороже, как это не грустно звучит, да? Где люди животных выращивали, то есть, да, по-моему, заводчики называются, то есть, они там разные породы, кто-то на сфинксах, на котах-сфинксах специализируется, кто-то там на каких-то бульдогах, да, то есть люди выращивают. Люди животных обслуживают, то есть они их лечат, моют, стригут, люди животных доставляют из точки А в точку Б, то есть животных нужно кормить, развлекать и даже дрессировать. Я недавно смотрел курс по дрессировке животных, потрясающая вообще идея, мне же самому захотелось собаку, да, купить. Да, для животных есть отели, у меня куча людей даже в Кракове сдавала своего животного в отель, в такой типа апарт-отель. И стоит это не дешевле, я вам скажу, чем для человека, иногда даже дороже. Вот такие вот дела, поэтому рассмотрите для себя такую нишу. Итак, идем дальше. Handmade продукты. Очень много людей обратилось в этом году по handmade. Ну, конечно, половина из них это там девчонки, женщины, обычно без мужей, с детьми, которые все, что умеют, это вот что-то там со своими детьми лепить, да. И это уже хорошо, да, но если подойти к этому в промышленных масштабах, то handmade по-прежнему актуален. Вот такие вот штуки, как у меня на руке, да, это все handmade. Есть такой сайт, называется Etsy. Сейчас вы увидите, вот как тут по нему мы ходим и клацаем. Посмотрите, какие есть товары. И это целая индустрия. Etsy по-прежнему набирает обороты. Ссылка на Etsy будет под видео. Пожалуйста, попробуйте найти какую-то свою нишу. Кожаные сумки очень популярны, какие-то кожаные изделия, вот такие вот всякие фенечки.
индивидуальные игрушки из экоматериалов, игрушки из дерева сейчас очень популярны. И даже игрушки, где ты можешь какой-то создавать домик в миниатюре, там прям лепить своими руками. Вот даже так. Окей, идем дальше. Зеленая энергетика. Сейчас уже немножко заходим по среднему и крупному бизнесу. Что у нас может быть в рамках зеленой энергетики? Не буду рассказывать, что это по-прежнему тренд, что вся Европа хочет уйти от зависимости, от газовой зависимости России, да? И поэтому зеленая энергетика вот прям в этом году и до 2025 по-любому будет фигачить. Что есть? Это собственные электростанции или хабы, это какие-либо продажи каких-либо комплектующих, которые необходимы для электростанции, сами зарядки, батареи, какие-то полупроводники и там все, что нужно в этой индустрии. Я не сильно в ней разбираюсь, но в целом. Второе – это установка солнечных батарей. Третье – это продажи комплектующих, я сказал, да. И четвертое – это, собственно, какое-либо обслуживание этих станций. То есть, если у вас есть компетенция, либо вы готовы эту компетенцию приобрести, то можно обслуживать вот такие вот солнечные батареи, либо электростанции. У меня есть знакомый в Польше, в Варшаве, который в эту индустрию зашел. То есть он вот такой же, как я, полный ноль был. Зашел в индустрию, разобрался в солнечных батареях, и сейчас его бизнес заключается в том, что он из объекта в объект ездит и обслуживает их. Там какое-то необходимое обслуживание, они там имеют свойство ломаться, выходить из строя, и вот он занимается тем, что ездит по всей Польше, и вот обслуживает эту всю историю. Следующее – это клининговые услуги. Тоже все списано из моего какого-то окружения, с теми, с кем я общался. Есть знакомый, который клинингом занимается в Кракове, да, в Польше, в Кракове. И он обслуживает, у него интересная такая ниша, они обслуживают B2B, и они обслуживают несколько бедренок здесь, в Кракове. И они отдельно обслуживают несколько разных служб, как у нас есть там Укрзалезница, да, одна. Здесь есть разные компании, которые занимаются перевозками именно поездами. И они обслуживают вот такие поезда, то есть они их моют. Индустрий много, я вам сейчас набросаю, что может быть в рамках клининга. Это клининг в доме, в квартире, клининг машины. Я себе хотел делать клининг своей машины, кстати, 250 злотых стоит. Я узнал цену и потом передумал, то что я понял, что моя машина не такая грязная, да, но реально там показывали кейсы до и после. Ну прям, если случилось так, что ваша машина, ну прям какая-то обрыганная, зарыганная, сори, да, то 250 злотых имеет смысл. Дальше это промышленный клининг. Вы можете мыть какие-то промышленные плоскостя, мощностя. Это поезда и это магазины. И это все, представьте, только в одной нише клининга. Да? Я вам назвал, сколько может быть разных там направлений. Это помимо того, что есть ну, всякие жесткие темы. У меня тоже знакомый клинингом занимается, и они занимаются клинингом после всяких там убийств и всего остального. Вот. Поэтому есть и такое. Следующее. Доставка чего-то по подписке. Люди все больше и больше привыкают к постоянным платежам. Напишите, какие у вас есть подписки. У меня, например, есть подписка на YouTube Premium. Да, у меня есть подписка на Spotify. Ну, это понятная привычка. Ближайшая подписка из реального мира, которая у меня была, я был подписан на доставку еды себе домой, да, мне там на количество калорий привозили там супер там, полезную еду. Да. Это очевидно, это понятно. Но подписка может быть на свежие фрукты, свежие овощи. В Украине есть в Киеве классный стартап, где ребята обслуживали до войны, там, по-моему, около 500 таких объектов, 500 адресов в день они доставляли свежие фрукты и овощи. У них, по-моему, так компания называется, свежие фрукты это овощи. Дальше, это может быть из Америки кейс, доставка носков, каких-то там расходников, да, которые есть у человека, у любого. И еще как идея доставка детокс-соков. Отдельные там всякие программы, и тебе там раз в неделю, допустим, доставляют вот такие детокс-соки. И я уверен, что это еще не все. То есть, если подумать о концепции доставки, то можно доставлять очень много разных расходников, которые есть у человечества. Если у вас есть какой-то бизнес уже свой существующий, то подумайте, как вы концепцию доставки и концепцию как бы постоянных, но маленьких платежей можете применить у себя. У вас есть книжный магазин, давайте людям раз в неделю какую-то новую книжку. Старую забирайте, новую даете. Да? У вас, допустим, вы производите
картон, какие-то пакеты, пожалуйста, обслуживайте кучу магазинов, которым можно как расходник пакеты доставлять. Да? То есть, ну, подумайте, как это на существующую модель можно применить. Друзья, последнее, что может быть из бизнес-направлений на 2023 год в Польше, это по-умному звучит affiliate маркетинг, но если в целом это партнерский маркетинг. В чем суть? Я заметил, что в 2023 году конкуренция в большинстве ниш все больше и больше. Если мы говорим за e-commerce бизнес, за Allegro, то конкуренция уже очень большая, реально. Мы говорим за ресторанный бизнес, кучу кафе, ресторанов открывается на каждом шагу. Одежда, реально большие бренды уже все заполоняют, там Zara, H&M, Zalando в Польше есть, да. И возникает вопрос вообще, типа, а как конкурировать, да, что делать? Так вот, вы можете стать партнером в какой-то индустрии. Самый простой пример, если до этого вы просто в соцсетях сидели, да, и там или залипали в ТикТоке, то теперь вы можете перенаправлять трафик куда-то. Вы можете в каком-то сервисе Amazon, Allegro, Play, T-Mobile, кучу компаний, у всех у них есть партнерские программы. И теперь вы можете стать вот таким вот партнером-аффилиейтом и перенаправлять трафик туда. Как в онлайне, так и вживую. Смотрите, вы можете рекомендовать кредиты кому-то открыть, да? Вы можете запартнериться с банками. У нас есть партнерка с банком, допустим, сейчас. Вы можете запартнериться с Play и давать им клиентов, которые будут там подключаться к абонентам. Вы можете стать риэлтором, запартнериться с какой-то риэлторской компанией и быть аффилиейт, как бы партнером в этой индустрии. То есть это все вокруг партнерских программ. Самое простое, что может быть, это создать какой-то свой блог или свое медиа и быть партнером, конечно, в онлайне, потому что это быстрее всего масштабируется. И опять же, у вас есть какой-то блог, вставите ссылку там на Amazon либо на Allegro и зарабатываете с этого какую-то комиссию. Комиссии в среднем там, в каждой нише по-разному, там от 5% я встречал на некоторые категории на Амазоне, до иногда там 20% просто за то, что ты дал ссылку и по этой ссылке кто-то купил. Мы у себя в том числе выстраиваем партнерский маркетинг, нам кто-то рекомендует клиента, мы даем вознаграждение. Станьте нашим партнером, кому интересно, напишите под видео, я вам скину информацию. Друзья, последнее, что я вспомнил еще, это риэлторство. Этот бизнес по-прежнему актуален. Вы можете как создать какое-то свое риэлторское агентство здесь, в Польше, как по поиску арендного жилья, так и по помощи в покупке или в продаже таких объектов недвижимости. Поэтому я бы еще риэлторство добавил, я его не называл, но это по-прежнему актуально. Я даже сам для себя рассматриваю в эту индустрию в этом году зайти. Друзья, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, подборка вам была полезна. Напишите в комментариях, что из этого вам зашло, что понравилось. Напишите, какие у вас есть идеи. И хорошего вам бизнеса в Польше. Пока.